В небольшом городке, где все шло размеренно и спокойно, порой на улицах появлялись байкеры, нарушая тишину и создавая беспокойство. В один из таких солнечных дней Алекс, известный среди местных своей добротой и готовностью помогать, шел по улице. Внезапно группа байкеров на своих ревущих мотоциклах окружила его. Они начали проезжать вокруг, дразня и оскорбляя, насмехаясь над его спокойствием и благородством. Остановив мотоциклы, байкеры подошли к Алексу, словно собираясь удерживать его как пленника. Один из них, по имени Макс, принялся обыскивать карманы, но нашел только мелочь и старый ключ. Это еще больше разозлило байкеров, и они начали требовать объяснений, куда он направляется. Они насмехались над ним, называя его бедняком, и угрожали, что если он не выполнит их требования, последствия будут жестокими. Алекс почувствовал раздражение и беспокойство. Впервые за долгие годы кто-то пытался его унизить. Он вырос в обеспеченной семье, но всегда оставался скромным и уважительным ко всем. Прошедший службу в армии, он научился ценить каждого человека, независимо от его положения в обществе. После возвращения он стал главой семейного бизнеса, заработав репутацию отзывчивого и готового прийти на помощь человека. Весь город знал его как того, кто поддерживал других, особенно после трагической смерти жены, когда весь город погрузился в глубокий траур. Но сейчас все изменилось. Байкеры, которые обычно не вмешивались в дела других, начали угрожать Алексу, отобрали у него еду и обещали поджечь закусочную, к которой он шел. Алекс понял, что настал момент положить конец этому беспределу. Он достал свой телефон и, не колеблясь, набрал номер мэра. Когда байкеры увидели, чье имя высветилось на экране, они внезапно замолчали. Шок и растерянность охватили их. Вскоре мэр с полицейскими приехал на место. Байкеры, которые привыкли к безнаказанности, поняли, что встретились с человеком, обладающим властью. Полицейские, которых байкеры часто воспринимали как союзников, быстро и эффективно их арестовали. Алекс, стоя рядом с мэром, наблюдал, как те, кто когда-то смеялись над ним, теперь оказались в наручниках. После этого инцидента мэр и лидер банды извинились перед Алексом, а сами байкеры были наказаны. Они получили реальный срок за угрозы и неподобающие действия. Ситуация в городе вскоре вернулась в норму, и Алекс снова стал символом уважения и доброты. Люди в городе поняли, что даже в самых трудных ситуациях можно найти поддержку и защиту, а доброта всегда побеждает зло. Алекс продолжал помогать нуждающимся, и его история вдохновляла многих. Вот такая неожиданная история. Друзья, если вам понравилось, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще больше интересных историй.